викторианскую эпоху исследователи и авантюристы оставили свой след в истории. Раскрытие потерянной культуры, скрытые храмы и скрытые города было обычным делом. От Индианы Джонса до Алана Куатермейна все они существовали в свое время. Если вы любите читать о великих исследованиях и открытиях, вы, вероятно, знаете, что многие из них были сделаны британскими исследователями. Но знаете ли вы, что малоизвестному британскому исследователю приписывают открытие легендарного затерянного города в джунглях Суматры? В конце 1800-х годов в джунглях Суматры пропал выдающийся британский исследователь. Речь идет об Альфреде Исааке Мидлтоне, загадочном имени, которое витает в различных интернет-сообществах, в том числе на Reddit какое-то время. Говорят, что Мидлтон исчез во время поисков руин древнего затерянного города, известного как Долиту. Британский исследователь Альфред Исаак Мидлтон объездил самые дальние уголки мира в поисках зоологических, ботанических и археологических чудес в конце XIX века. Несколько недавно обнаруженных фотографий помогают пролить свет на некоторые невероятные открытия, сделанные во время серии неизвестных тогда миссий в регионах Юго-Восточной Азии, Африки и тропических лесов Амазонки. Это был совершенно другой отрезок времени. Западные исследователи странствовали по миру в поисках новых мест и артефактов, а джунгли Суматры были в то время заманчивым местом. Даже сегодня многие части этих благодатных джунглей до конца не исследованы. Согласно старинному отчету Смитсониан магазине, у бывшего помощника Артура Конан Дойля, друга исследователя сэра Джона Морриса, была коллекция документов об Альфреде Исааке Мидлтоне, и один из них раскрыл невероятное путешествие исследователя на восток. Помощнику Дойла была отправлена копия электронного письма из британского консульства, в котором упоминался утерянный тайник с документами и возможная экспедиция британского исследователя по имени Альфред Исаак Мидлтон. Как ни странно, этот человек является современником другой странной фигуры по имени Эдвард Аллен Оксфорд. Прочтите увлекательную историю Оксфорда здесь. Мидлтон был исследователем, который охотился за забытым городом под названием Долиту, который, по слухам, находился на пути к озеру под названием Лопнур, по словам бывшего помощника Дойла. Лопнур — бывшее соленое озеро, ныне в значительной степени высохшее, расположенное на восточной окраине Таримской котловины, между пустынями Такламакан и Кумтак в юго-восточной части Синьцзяна. Было высказано предположение, что Мидлтон потерял ориентацию и заблудился в густом лесу на пути к озеру Лопнур. В электронном письме также упоминалось о сокровище, которое, как говорят, Мидлтон собрала и закопала в гробу. Британский исследователь Альфред Исаак Мидлтон обнаружил загадочный затерянный город. Очевидно, мы мало что знаем об аккаунте Мидлтон, кроме этих фотографий выше, которые уже некоторое время циркулируют в интернете. Да, некоторые из этих увлекательных изображений могут не иметь отношения к реальному событию, но история Альфреда Исаака Мидлтона и затерянного города Долиту может иметь реальное происхождение. Миссия якобы нашла в джунглях город под названием Доулиту. По словам Мидлтона, была карта, на которой был изображен золотой город, спускающийся к озеру, а также золотая статуя женщины, пришедшая с затерянного континента под названием Атлантида. Мидлтон послал группу людей на поиски города, и один из мужчин якобы нашел закопанную шкатулку, наполненную золотом. В отчете утверждается, что, согласно письму, найденному в церковных архивах, Мидлтон заблудился в джунглях и был взят в плен группой мужчин, которые хотели получить золото и статую. Мидлтон, по-видимому, умер в плену, хотя никто точно не знал, где Мидлтон закопал все свои сокровища. Человек по имени Джон Харгривс, как говорили, был заместителем командира миссии, и он повел другую группу людей в джунгли, чтобы найти сокровища. В конце концов, что стало с экспедицией Мидлтона, неизвестно. Многие основные историки предположили, что истории Альфреда Исаака Мидлтона были простой мистификацией и что миссия Мидлтона по поиску Доулиту так и не состоялась, но многие теоретики настолько убеждены, что экспедиция была реальной, но что Мидлтон пропал без вести и не вернулся. Действительно ли Альфред Мидлтон открыл затерянный во времени мифический город? Если да,
То, к чему таинственная цивилизация этот город принадлежал. А что на самом деле случилось с Миддлтоном? Действительно ли он заблудился в джунглях Суматры или специально так и не вернулся? Специальное ограждение длиной порядка в 6000 километров, построенное еще в прошлом веке, не дает покоя современным исследователям неизвестного уже очень давно. Местные власти уверяют всех, что гигантский забор спроектирован всего лишь для защиты местной фауны от диких кроликов, кошек и собак, чья огромная популяция якобы стала просто национальной бедой для австралийцев. Официальная версия звучит не очень убедительно. Простым смертным вход за периметр огороженной территории строжайше запрещен. Неужели австралийские кролики, кошки и собаки настолько опасны для человека, что двухметровое ограждение в обязательном порядке охраняется военными? Особенно шатко официальная версия звучит на фоне того, что на самую длинную ограду в мире регулярно выделяются миллиардные средства из бюджета страны. Более того, этот забор, который протянулся через весь австралийский континент, усиленно охраняется военизированными патрулями. Повторюсь, простым людям вход за периметр огороженной территории строжайше запрещен. Примечательно, что вся Австралия разграничена более мелкими заборами высотой около 2 метров, такие большие кролики. А кое-где стена доходит до 6 метров. Причем в некоторых местах встречается и двойной ряд ограждений. Если посмотреть со спутника, то вся Австралия разделена практически пополам. Туристы, которые пытаются шутя прорваться за периметр, нарываются на серьезные проблемы от штрафов до реальных тюремных сроков. Кролики настолько опасны. Любопытная деталь. В южной части Австралии есть снежные горы, и снега в них намного больше, чем выпадает даже в европейских Альпах в пик горнолыжного сезона. На старинных картах Австралия Терра Австралис обозначена как область суши, составляющая единое целое с Антарктидой. У местных австралийских старожилов существует легенда, что в незапамятные времена проход по этой территории был свободным и все желающие могли без препятствий отправиться в путешествие до мифической ледяной стены Антарктиды, за которой предположительно находится продолжение Земли. В конце XIX века британский путешественник Альфред Исаак Миддлтон загадочно исчез в очередной экспедиции. Согласно официальной версии, он отправился на поиски затерянного древнего города в джунглях Суматры. Однако недавно опубликованные дневники исследователя проливают свет на его таинственную пропажу. Альфред Миддлтон, скорее всего, пропал во время секретной экспедиции в Австралию. Судя по опубликованным в сети материалам, учёному удалось пересечь Великую Стену Австралии и найти другие земли, а также сфотографировать не только природу запретных территорий, но и местных обитателей. Кто-то из участников экспедиции Миддлтона смог вернуться из-за забора Австралии и доставить эти уникальные фотографии других миров обратно. Что на самом деле скрывает гигантский забор через всю Австралию? Неужели огромное многокилометровое ограждение, которое находится под круглосуточной охраной, построили исключительно для защиты от кроликов, кенгуру и диких собак динго? В некоторых местах забор Австралии достигает до 6 метров в высоту. Также известно, что некоторая его часть находится под постоянным высоковольтным напряжением и повсюду вдоль линии австралийского забора стоят датчики движения. Лишь немногие счастливчики, которые пытались перелезть через этот забор или запустить на другую сторону ограды беспилотник, отделались всего лишь большим штрафом. Другие смельчаки пропали без вести. Что на самом деле скрывает австралийский забор, который проходит через весь континент? Человеческая жизнь в Австралии сосредоточена у береговой линии. Строго отгороженный забором от всего остального континента забор начали строить еще в XIX веке. К сегодняшнему дню их выстроили целых 3 штуки, он длиннее китайской стены, находится под напряжением и охраняется военными. И от кроликов он совершенно бесполезен, ушастые легко делают подкопы. Местами забор даже не доходит до земли, и кролики спокойно под ним пролезают. Старые фотографии австралийской экспедиции Альфреда Миддлтона поражают воображение. Вот только, где были сделаны эти кадры, сегодня, увы, сказать никто не может. Тем более никто уже не пояснит,
что же такое на них запечатлено. В конце XIX века известному английскому путешественнику попала в руки старинная карта. Она указывала путь в затерянный мир, который был изолирован многие тысячелетия. В надежде отыскать легендарную Атлантиду, быстро снарядив экспедицию, Миддлтон отправился в путь. К тому времени исследователь исколесил уже полмира. Побывал на всех континентах, отметился во всех хоть сколько-то интересных местах. Главной целью его жизни было отыскать хотя бы следы древней Атлантиды. В том, что она когда-то существовала, путешественник был искренне убежден. Хороший знакомый Артура Конан Дойля, Альфред Миддлтон с маниакальным упорством хватался за любую возможность найти доказательства своей теории. И вот, такая возможность ему представилась. В процессе подготовки экспедиции он много говорил о Суматре. Якобы ответы на вопросы о происхождении нашей цивилизации и о том, что случилось с предыдущими цивилизациями, находятся именно там. Впрочем, есть основания полагать, что исследователь таким образом хотел обмануть своих конкурентов и на самом деле отправился в центральную часть Австралии. Так или иначе, но назад он не вернулся. Вообще, из всей немаленькой группы выжил лишь один человек. Благодаря ему до наших дней дошли потрясающие фотографии. Судя по ним, англичанин нашел не просто затерянный город, а целый мир. Множество колоссальных сооружений совершенно неясного предназначения. Они поражают воображение. Более того, похоже, что этот уникальный мир был живым. На старых кадрах можно увидеть крайне необычных животных и птиц. Есть даже фото гуманоида, явно обладающего интеллектом. Снимки удивляют и пугают одновременно. Очень похоже на то, что перед нами какие-то мутанты, жертвы экспериментов. По крайней мере, выглядят они именно так. Это позволяет думать, что Миддлтон все-таки наткнулся на остатки цивилизации древних атлантов. Многие исследователи загадок прошлого утверждают, что Атлантида была разрушена, в том числе и по причине вышедших из-под контроля экспериментов. Неконтролируемые мутации привели к коллапсу древней фауны, что стало началом конца цивилизации могучих атлантов. Судя по всему, экспедиция Альфреда Миддлтона обнаружила то, что от них осталось. Честно сказать, печальное зрелище. По-хорошему, эти уникальные снимки требовали немедленного и самого пристального изучения. Но они пропали на целых 120 лет. По крайней мере, широкая общественность о них ничего не знала. Наверняка они не были известны и большей части научного сообщества. Кадры всплыли в сети лишь совсем недавно. Неизвестный автор оцифровал их и с небольшими пометками сделал достоянием общественности. Однако другой, более конкретной информации нет. Никто не знает, где конкретно были сделаны эти снимки. Конечно, все это может оказаться чьей-то очень талантливой мистификацией. Но нам хочется верить, что нет. Фото на самом деле завораживают.